Сервис выгодных путешествий Trip My Dream представляет. Курс доллара, Украина курс 28. Это стандартный разводняк. Да? Да, безусловно. Посмотреть деньги Украины вот ему неожиданно надо. Мало кто знает, что изначально там китайцы добывали какашки, помет летучих мышей. За качественными подделками нужно идти в специальные шоурумы. Здесь то, что ты видишь, продается вполне легально, стоит копейки и на самом деле дерьмо дерьмом. Здесь можно культурно провести время, пообщаться с друзьями, даже с женой прийти, а можно морально разложиться, снять кого-нибудь, в массажный салон зайти и так далее. Ночная алоха, друзья, мы с вами находимся в Куала-Лумпуре. Это выпуск о ночном городе. Рядом со мной стоит Сергей, ему 38 лет, он сам из Киева. Практически 9 лет уже живет в Куала-Лумпуре, а еще он женат на филиппинке. И сегодня он будет меня и вас знакомить с ночным городом. Если вы не подписаны, то не подписывайтесь. Значит, знакомство с ночным городом я предлагаю начать с колоритной Литл Индии. Мы затронем сегодня и китайский Чайнатаун, и места немножко злачные. Попробуем развеять миф, что мусульманская страна – это страна, где все запрещено, закутанные женщины и, ну не знаю, камнями закидывают, да? Этого нет и близко. Мы видим разнообразие фруктов, но отмечу вам один интересный момент. Малайзия – большой специалист по пальмовому маслу и каучуку. Фрукты на 90% привозные. Да? Вот вам и фруктовый рай. Таиланд, Филиппины, Австралия, Индия и многие другие страны с удовольствием заваливают малайзийский рынок фруктами. Но кое-что растет и здесь. Например, кокосы не завозят точно. Манго в сезон есть. То есть специфика в том, что фрукты в Малайзии все-таки растут, но они не растут в промышленных масштабах. И где-нибудь за границей вы вряд ли увидите малайзийское манго. Район этот достаточно старенький. Куала-Лумпур – город, которому 160 лет, и у него есть своя колониальная история. Индийцы, в основном тамильской нации, переселялись сюда в качестве дешевой рабочей силы. На оловянные рудники, на каучук, плантации, на стройки и так далее. Здесь, когда был построен большой кирпичный завод, большинство ребят, которые на нем трудились, вкалывали, впахивали, были индусы. От этого кирпичного завода осталось только название. Сейчас район Брикфилдс – это самая квинтэссенция Индии. Единственный нюанс – здесь, наверное, раз в 10 чище, чем в Дели. Здесь мы можем прогуливаться, ну, как бы это надо тоже ценить. Мы можем смотреть на золотые магазины. Самые большие сороки в Малайзии – это индусы. Они обожают и на свадьбах, и по поводу, и без повода обвешать себя золотыми украшениями. Поэтому мы видим сейчас Мадрас Джевелери, Бомбей Джевелери, Мумбай Джевелери и все так далее. Так вот, только что проходили мимо, бабушка золотом торговала. Ну, чисто рядом вот картошечка, помидорчики, золото. Можно браслетик купить и картошечку. Настоящее золото? Ну, я вот тут трудно сказать, но написано 24 карата. Это 916-я проба. Также в Литл Индии можно купить всякие индийские товары. Тот самый знаменитый, любимый, увлекающимися аюрведой товарищами Чаванпраш. Какие-то веганские заведения здесь распространены очень, потому что, как известно, индусы в данном случае больше, вегетарианцы. А среди жителей Литл Индии встречаются и христиане, и мусульмане. Нельзя обзывать их всех индуистами, потому что приличный процент христиан, католики в основном, это влияние португальского колонизаторского периода. Ну и, конечно, много мусульман. Это и пунджабы, и выходцы из приграничных с Пакистаном районов. Тут такие тоже есть. Вот, кстати, отличный магазин, где можно купить хоть сари, хоть те самые такие, знаете, не сари, а чисто индийские одежды с разрезами. Да вот даже хотя бы на людей можно посмотреть, увидеть. Индийские женщины обожают носить национальные наряды. Здесь, чуть дальше здесь находится... продают цветы, это потому это что храм где-то рядом. Храмы здесь, если налево-направо свернуть, их хватает.
Все-таки индийцы достаточно религиозные люди, что мусульмане, что христиане, что индуисты. И, соответственно, для богов нужно принести дары. В частности, желтый цвет – это любимый цвет бога войны Муругана. Почему он, собственно, и желтый. А также можно купить любимые Ганеши или Парвати цветы. У каждого индийского бога есть свои любимые вещи. Как известно, Ганеша любит сладости, а Муруган любит кокосы, а Парвати несут бананчики. Что они делают с этими цветами? Они их Они купили, их несут потом... в храм и сдают священникам, браминам. А брамины уже вешают их на шею богов в алтарях. Ну, считается, что это как пожертвование. Как часто это делается? Вообще службы идут 2 минимум раза в день, в иных храмах и больше, в зависимости от того, скольким богам посвящен. А как часто вам это надо делать, вы решаете сами. Индуизм достаточно демократичная религия. Вы можете, в общем-то, наверное, не ходить в храм, если вам так не надо. Здравствуйте. Украина. I want to go to Ukraine. Ага. Where is there any Ukraine курс доллара? Украина. Курс Что? доллара. Что? 100? Да, мы с Украины. Курс доллара. Украина курс доллара. 28. 28. 28. Нема посмотреть деньги русские Украины. Извините, у нас нет времени. Нет времени. Извините. До свидания. До свидания. Это был только что стандартный, вот нам, это был абсолютно экспромт, это стандартный разводняк. Да? Да, безусловно, посмотреть деньги Украины, вот ему неожиданно надо. То есть это ходят благообразные парочки, которые просто могут подойти к вам на улице и посмотреть ваши деньги. Гениально, вот прям ему надо, да? Вот нормально. Я курс просил. Курс, вот курс Да, в а Малайзии, украинской гривны, вот ему А потом нафиг надо. посмотреть. Конечно, а потом посмотреть. Он будет смотреть, вы засветите кошелек. Он увидит, что там в кошельке, туда-сюда. Дальше могут применить либо технологию гипноза, либо технологию а-ля улю, похлопываний и обниманий. Мы братья туда-сюда, а дальше вы чего-то твои не часы? найдете. Да, вот, а где мои часы? Ну, у меня не было часов. А, да? То Мне есть казалось, что были. Вообще не было. Точно? Я никогда их не ношу. Я сразу, когда они подошли, я сразу все это взял. Вот. Поэтому никогда не ведитесь, если к вам в индийских кварталах подходят вот такие люди. Шлите их сразу гулять подальше. Это правда, что вот эти вот пещеры Бату или Бату Кейвс, они были выкуплены индийской общиной? Да, это правда, но мало кто знает, что изначально там китайцы добывали какашки, помет летучих мышей. Дело в том, что когда население Куала-Лумпура начало активно расти, китайцы немножко занялись сельским хозяйством. И в этих пещерах Бату нашлось достаточно много удобрений. Добыча гуана шла примерно лет 10, и изначально там хозяйничали китайцы. Но они, добыв все, что им надо было, они потеряли к этому интерес. А рядом с Бату располагалась достаточно большая каучуковая плантация. Ее владельцем был лидер индийской общины Викинанда Ананда. Мы увидим с перспективы его домик, где сейчас медитационный центр. Он ходил медитировать в пещеры эти. Ему понравилось, что там тихо, спокойно. А был он мужиком достаточно хорошим и уважаемым. И вот однажды во время медитации ему привиделся великий бог Муруган, который через дырку в пещере спустился на павлине сверху и как бы явился ему. Так как Муруган защитник индусов, живущих за пределами Индии, то он счел это великим знаком. Он рассказал об этом своим, так сказать, сообщникам. Те, конечно, в мозгу подумали, что чувак с опиумом явно перебрал, но не рискнули ему это сказать. Сказали, да, это знак. Обратились к султану, мол, уважаемый султан, можно выкупить тут кусок земли, мы молиться тут будем. Ну, султан довольно передовой товарищ, с англичанами дружил неплохо, поэтому решил, почему бы и нет, тем более в этих скалах и брать-то ничего там нету. Поэтому он им продал. И это, кстати, сыграло важную роль сейчас, потому что место очень раскрученное, популярное, индийская община им владеет, но у них договор с Минтуризмом и с государством обязательно пускать туда туристов, обеспечить беспрепятственный доступ. Ну, это и деньги, безусловно. И второй важный момент – тратить пожертвованные деньги на облагораживание. Именно поэтому последние лет 15 комплекс Бату мега поменялся. Если бы вы там побывали в 2000-м, то там даже лестница была двухпролетная всего лишь, сейчас 4. Вот. Там не было вот этой статуи, она 2006 года, Муругана. Там много чего не было. Поэтому, безусловно, это их частная собственность, но она доступна для всех. Так что добро пожаловать в пещеры Бату. Это второе место после этого района, где можно реально почувствовать индийский колорит. Вот. Кстати, очень часто спрашивают, можно ли есть в подобных местах. У нас путешествуют разные туристы. Есть те, которые живут в 5-6 звездочных отелях и едят в дорогих ресторанах. А есть кто хочет сэкономить.
можете смело тут кушать. Ничего страшного с вами не случится. Но будет острое. Я кушал вон в том заведении на углу, я заплатил максимум $3 за 4 блюда. Я точно так же кушал в двух других ресторанах, и там было у меня от 15 до $30. Я ем много, я фанат индийской кухни. Но здесь суть того, что здесь у тебя как фастфуд. Ты приходишь, берешь и ешь, оно уже готово. А в ресторане тебе специально готовят. И здесь грязно. Здесь, ну как сказать, оно на самом деле не грязно. Определенные стандарты чистоты они все равно соблюдают. Это не Индия. В Индии я бы не рискнул бы есть в таком месте. Я бы побоялся. Бытует мнение, что якобы азиатские народы, у них там уже все адаптировано, они переварят их гвозди. Это не про малайцев. Абсолютно нормально, они могут травануться так же, как и мы с вами. Поэтому есть даже в интернетах, не так давно был случай, поймали бангладешских работников, официантов, за тем, что они дождевой водой чуть ли не с канавы обмывали тарелки и запостили в YouTube. Ну, этот ролик собрал пару тысяч комментов. Суть в том, что мнение местных было однозначное. То есть сначала все валили на бангладешцы, понаехали тут, понимаешь, как на родине привыкли. Потом хозяин ресторана сказал, что 31 там условного мая все, кто хочет, приходят в ресторан и ест бесплатно. Я организовываю полный доступ на туалеты, везде на кухню, можете прям заглядывать в любую чашку. Я клянусь, что мы сейчас все исправим. Кто-то говорил, что таких заведений валом, и так, это, наверное, везде так. Кто-то требовал натравить санстанцию. Ну, то есть это явно было нетипично, и люди боялись отравиться. Сереж, я был в Дели, и я видел, как везут лед, огромный кусок. Везут его то на тележке, то на велосипеде. И сверху у везучего он просто ставит свои ноги. Но они чистые. Не обут? Нет. Потом этот лед привозится. Ребята, которые снимают, видели, как его сгружают. Просто на пол, ни на что, на пол. И потом здесь же начинают его дробить на куски. И из этого рядом ларек делает милкшейки и всю остальную разную гадость с дробленым, типа шейв-дайс и так далее. Могу сказать, и это по всей Индии. Могу сказать про Малайзию, что у нас есть заводы по производству льда. Они сертифицированы и стандартизированы. Грузовички с лейблами этого завода вот объезжают все эти кафешки. Очень дешево это стоит. Никто тут на этом не экономит. Тем более, если заметили, напитки со льдом всегда стоят процентов на 20 дороже, чем напитки без льда. Они уже закладывают эту стоимость. Им не надо травить людей. Поэтому в Малайзии можете пить напитки со льдом, не проблема. Ну что, Андрей, Малайзия – это возможность буквально за 5 минут переместиться из Индии в Китай. Вот, поэтому мы сейчас в Чайнатауне. Собственно, город основали китайцы, только наши китайцы, которые в Малайзии живут, малайзийские китайцы. И мы сейчас находимся возле самого старого рынка в городе, это центральный рынок, отремонтированный и, так сказать, активно служащий сейчас главным рынком сувениров. Но раньше здесь домработницы английских колонизаторов покупали свежайшие креветки и мясо. Ну, те времена давно ушли. Если кому нужно в Куала-Лумпуре недорогие и качественные сувениры, вперед. Не на правах рекламы, а просто по житейский совет. Trip My Dream. Найдем дешевые авиабилеты в любую точку мира. Итак, Андрей, я тебя привел в место, может, немножко и туристическое, но на самом деле мы в самом сердце Чайнатауна. И тут в любом случае не может не быть туристов. Но здесь же, наряду с туристами, полно обычных китайцев, которые вот за нами просто сейчас пьют пиво, едят свинину, и они никакие не туристы. Вот это бабушка, там, дедушка и так далее. То есть мы видим обычную жизнь городскую. То есть в Куала-Лумпуре нету мало чисто классических туристических мест. Здесь полно, когда местные с туристами, и они прекрасно сосуществуют. Например, прямо напротив нас отличная подчеревка
или грудинка, да, кто как понимает. И как бы, казалось бы, вроде бы же мусульманская страна, но здесь правительство уважает потребности национальных меньшинств. А я вам скажу больше, и вы удивитесь, в Куала-Лумпуре 42% населения китайцев по последней переписи. На меньшинство как-то 40% не очень тянет. Вот, то есть, соответственно, здесь отмечается китайский Новый год. Вот, кстати, множество фонариков висит в честь этого дела. Здесь очень много рынка, потому что китайцы в Малайзии две волны миграции было. Первая волна миграции – это расцвет морской торговли еще до прихода европейцев. Вторая волна миграции – это олово и каучуковый бизнес. А со временем и опиум, и бордели, и так далее. Куала, она может сейчас немножко где-то мусульманская. На заре своего существования Куала-Лумпур – это типичный англо-китайский город. Это типа Гонконга с борделями, с опиумными салонами и так далее. А это кофе? Отлично, никакое не кофе, ребята, рассказываю. Это угли. В них обычно каштаны, а вот эта штука для просеивания углей. И вот уже готовый продукт. 7 рингит – это 50 гривен за 200 граммов и 70 гривен за 40 граммов. То есть за 400 граммов, да? Да. Каштан на вкус так себе, на любителя. Как по мне, немножко никакой. Но это не кофе, хотя первое впечатление. А мне сказали кофе. Спросил, что они сказали мне кофе. Я тоже удивился, зачем его делать таким черным. Это там вот они туда насыпают каштаны, а чтобы их отделить, они просеивают. Значит, чуть дальше находится, ну вообще сам рынок, это, конечно, куча барахла. Есть еще мнение, что, как в любом Чайнатауне, можно купить много качественных подделок. За качественными подделками нужно идти в специальные шоурумы. Здесь то, что ты видишь, продается вполне легально, стоит копейки и на самом деле дерьмо дерьмом. То есть эта сумка может порваться там через месяц. И никакой это там не Луи Вуиттон. А так, чтобы попасть в эти шоурумы, нужно подходить к китайцам, говорить, что ты платежеспособный покупатель, интересуешься серьезным товаром. И дальше мафиозного вида товарищ завезет тебя куда надо и не ограбит, не убьет, а продаст тебе часы Patek Philippe стоимостью в 30 тысяч долларов за 1000 долларов. Здесь рынок подделок завуалирован, потому что он нелегален. Луи Виттон за 20 долларов легально продавать, а за 500 уже нет. Потому что тот, который за 500, он уже приближен к тому, который за 3000. Там уже разницы почти нет, поэтому это криминал. А который стоит 20 долларов, все знают. Это даже так, просто баловство. Только что был не салют, хотя звучало как салют, а множество петард, поэтому там задымление впереди. Дело в том, что петардами во время китайского Нового года активно отгоняют злых духов. Ну а тут мы видим, как простые китайцы кушают у себя, так сказать, в отчине. О, интереснейшая штука, сладкая свинина и сладкий бекон. Вот это вот. Да, это все сладенькое, поэтому может храниться довольно долго. А китайцы большие фанаты сладкого мяса, поэтому они маринуют свинину в сладких соусах каких-то, а потом это все обжаривают и предлагают кушать можно с хлебом, не знаю, с рисом. О, лучше с рисом. Они все с рисом едят. Выглядит стрёмно, а здесь давят тростниковый сок. Ну, это типа популярная тема. Подожди, а что у нас с рыбой делает здесь? Это не рыба. Это тростник. Это тростник. Это сахарный тростник, и она делает тростниковый фреш. Вон он. Сладкий очень, поэтому его стоит разбавить. Я хочу его попробовать, конечно. А почему нет? Никогда не пробовал. Конечно. Никогда не пробовал? Тростниковый сок нет. Sugar cane juice. Can we buy? Друзья, сейчас за всех попробую, за всех своих любимых подписчиков и путешественников. Стаканчик сока будет стоить маленький 3 рингита, большой 4. Тростниковый сахар делают как раз из сока этого тростника, то есть тот самый. Кстати, любопытная штука, но вот эту вещь можно просто грызть. Она естся абсолютно спокойно, откусываешь и ешь. Дети в селах такое грызут, как наши леденцы. Ага. Very delicious. Очень. Седапня. По-малайски вкусно. Часто спрашивают, какая же разница между нашими китайцами и китайскими китайцами. Ну, начнем с того, что коммунизма в Малайзии не было. И страна такая всегда развивалась в загнивающем капитализме. Поэтому китайцы здесь не жили при коммунизме, как минимум. Они люди бизнеса в основном. То есть они религиознее. У них китайский Новый год идет с религиозным подтекстом. Это важный момент, потому что сами китайцы, я думаю, его празднуют просто по традициям и вряд ли сильно ходят в храмы. Наши обязательно идут в храмы. Они здесь друг за дружку. Они зациклены больше на зарабатывании денег.
Поэтому, в принципе, наши китайцы в Малайзии, они, наверное, такие же по менталитету, как и сингапурские. Это примерно одного поля ягоды. Просто в силу географии остались жить здесь. Законодательство, хоть и написано в этой стране больше под малайцев, мусульман, но китайцев особо не обижают. Своим трудолюбием они берут. В итоге малайцы имеют больше законов, так сказать, под них прописанных, но богаче все равно китайцы. Так что китайцы богаче, китайцы трудолюбивые. И здесь место, скажем, такое туристическое-не туристическое, вперемешку, потому что в Чайнатауне уже особо не живут китайцы. Но они приходят сюда потусоваться. И мы сейчас это видели. Семьями дружно посидели и поехали к себе на район. А спальных районов чисто этнически китайских мало. В основном оно уже все вперемешку. И почувствовать квинтэссенцию китайской культуры, наверное, можно только здесь. Но я бы назвал это место не скорее не Чайнатауном прям совсем, а просто старым городом, Олдтауном, потому что здесь полно и не китайцев. Очень много торговцев, представителей стран типа Бангладеша, Пакистана, Индии, мигрантов и так далее, которые здесь за прилавком стоят. Скажи, пожалуйста, Сереж, это правда, что китайцы привезли сюда индийцев? Ну, это как бы немножко прямолинейно сказано, но дело в том, что оловянный бизнес, благодаря которому поднялся и тот же Куала-Лумпур, и другие города Малайзии, им занимались в основном китайцы. Они платили определенные налоги султану, имели с этого и английская колониальная администрация, безусловно, но оборудование, бизнес и так далее контролировали они. И они нуждались в дешевой рабочей силе. Малайцы были больше крестьяне. Китайцы больше организаторами и торговцами. Нужно, чтобы кто-то руками работал. Колонизаторы управляли. Ну, короче, самыми идеальными вариантами для работы руками были как раз индусы. Вот, собственно, поэтому косвенно можно сказать, что да, они привезли сюда. Но это скорее еще повлияло то, что Индия и Малайзия были оба британскими колониями. То есть, если бы, наверное, Индия была под французами, то, может, они бы кого-то другого, вьетнамцев, может, перевезли бы. Трудно сказать. Сереж, скажи мне, сегодня пятница, уже начало 11 вечера. Куда приезжают китайцы, именно китайцы, потусить? Не сюда же, на маркет. Да, на самом деле сюда, кстати, приезжают чаще всего больше люди порой в возрасте, которые где-то рядом живут еще по старой памяти. Те, кто разъехались уже по престижным спальным районам, обычно социализируются и общаются в барах и ресторанах на этих районах. То есть подобную улицу мы сейчас посмотрим, но это улица в центре. Есть еще улицы на спальных районах, напичканные барами и ресторанами. На мой взгляд, там немножко скучновато. Они просто сидят, общаются и напиваются. Ничего особенного там не происходит. Сережа, я тебе не отпускаю в Чайнатаун, но мне кажется, это какая-то вот волшебная точка. Здесь так много китайцев, не туристов, и очень много каких-то стритфудов. Они здесь же готовят, здесь же моют, здесь же едят и очень долго сидят и болтают. Причем я вижу, что никто из этих китайцев, практически никто не сидит в телефонах. Те китайцев, которых я видел, и азиатов, они едят все время за столом друг с другом, пятеро сидят, и все пятеро в телефонах. Ну, эти болтают. Да. Что это за точка? Ты можешь таких, которые в телефонах, в молах скорее увидеть. Здесь немножко другая система, здесь больше для общения собираются. Вот. И я тебе скажу, что стритфуд в Чайнатауне тоже необычный. Здесь можно видеть много вещей, которых вы можете не увидеть в Китае. Например, вот эти глечики, да? Это даже что-то из украинской культуры, да, наверное? Там рис с мясом. У них очень популярно в таких глиняных вещах, называется это клайпот, chicken rice. То есть рис, мало того, что рис уже подготовлен, он замаринован в специальных, он варился в бульоне, а потом он еще доводится, томится вместе с мясом в этих глечиках за счет хорошей, правильной температурной обработки. Это вкуснятина, пальчики оближешь. Ну и это что? А это, знаешь, первое впечатление, что это просто замотали какое-то мясо или рыбу и жарят. Но это смесь. Это овощи, мясо, например, какой-то ты выбрал морепродукты в специальной фольге, чтобы не пригорело, и оно доводится, томится до готовности. Это тоже достаточно вкусная штука.
Единственная у меня маленькая, конечно, претензия или нюанс. Половина этого это банальные полуфабрикаты из большого супермаркета. Вот это уже издержки все-таки мегаполиса. Потому что очень часто, конечно, есть, да, есть свежее мясо, безусловно. Но есть сосиски, есть какие-то митболы, фишболы и так далее. Болы, это все, конечно, made in фабрика. Это никто вручную не лепит вот это вот все. Это продается просто мешками. Как работает? Ты набираешь. У каждого есть своя стоимость. Смотрите, красный 1,5 рингита. Оригинальный цвет 2,50, 3,54. Ты выбираешь, то есть каждая в зависимости дороже стоит. Ну, например, какие-нибудь креветки по-любому дороже, чем какие-нибудь сосиски. Вот, соответственно, ты набираешь, вот как этот мужчина набрал всего, платишь денежку, садишься за стол, а на столах часто просто кипящий, с кипящим бульоном сосуд, и ты сам его доводишь до готовности. Либо это типа фондю, только такой на совершенно верно. Либо здесь, это вот там есть, а конкретно в этой точке они вот там готовят, и тебе потом готовое выдают. Кстати, видишь алкогольный магазин? Да. Вот там, скорее всего, можно и купить контрабандное спиртное. Только вопрос в том, продадут ли простым туристам, скорее всего, там для своих контрабанда, а так все легально и официально. Кто держит вот этот вот алкогольный магазин и те шоурумы, куда нас с тобой не пустили, чтобы я думаю, что это часы? можно предположить, конечно, я там свечку не держал, но я думаю, что, скажем, круги не сколько криминально, сколько такого мафиозного типа. Они же держат и вип-караоке, где занимаются понятно чем. Они же держат и компьютерные клубы, где явно играют в покер, хотя здесь это запрещено. Но там порой может не быть даже интернета. Я так однажды зашел, что-то распечатать надо было. Говорю, интернет есть? Нету? Да, в интернет-клубе просто нет интернета. А зачем? Ясно, для чего он там есть. Вот, поэтому, конечно же, определенные мафиозные вещи есть. Но на самом деле, что я могу сказать? Город спокойный. То, что они там свои дела делают, нас, простых туристов, это никак не касается. Мы можем спокойно ночью в 10:30 ходить, кушать, общаться, смотреть на людей и не бояться, что кто-то даст по голове и ограбит нас. Поэтому я за такую мафию. Друзья, мы с вами на 59-м этаже самого высокого руфтоп-бара в Куала-Лумпуре. Отсюда открывается виды на башню Петронас, ночной вид, и на телевышку. И, в принципе, 360 видно весь город. Здесь очень много людей, все такие гламурные, фэнси. Многие пришли поразвлекаться. Как я бы назвал это место как где Middle East meets Middle Age. Можешь рассказать немножко об этом месте и вообще о ночной жизни, вот такой более лакшери уровня? Конечно, да, безусловно. Мы были в этнических районах, а сейчас мы немножко в другое место перебрались. Куала-Лумпур – это город высоток и небоскребов. И, конечно, сейчас в тренде руфтопы. Мы на одном из популярных и важных. Мне нравится, хоть и дресс-код, но он довольно демократичен. Нам разрешили просто зайти и просто поснимать. Я имею в виду, что нас не заставили сейчас немедленно, перед тем, как зайти, заказать кучу всего. Пиво по 10 баксов. Да, пиво по 10 баксов, алкоголь дорогой, а в таком месте он еще, естественно, тоже дорогой. Да, само собой, разумеется. Но суть в том, что это место, где люди тусуются и общаются. Это может быть кто-то девушку выгуливает в надежде на продолжение, а кто-то со своей любимой женой пришел, а кто-то с друзьями пришел по бокалу выпить. Здесь не обязательно заказывать дорогую еду, но алкоголь не дешевый. Бутылка водки стоит около $100, а бокал пива это 0,3. Стоит около $10. Ну, таких руфтоп-баров всего 15, правильно? Ну, я не могу сказать точно 15, я не считал, но штук 15 есть, из которых открытых штуки 3-4. Я почему рекомендую этот? Потому что здесь действительно открытая площадка, свежий воздух и шикарный вид на башню, почти фронтальный. А внизу еще и ресторан, я смотрю. Да, внизу хороший ресторан, где можно вкусно, хорошо покушать, но тоже недешево. А здесь можно выпить и закусить. Там тоже открытая площадка вверху. Вот, это один из примеров, ребята. Вы можете загуглить и найти еще десяток, но не у каждого будет такой чудный видок. У многих вид
только на башне, например, нет на телевышку. У кого-то видно на башне, но так, что одна башня закрывает другую башню. Вот. В принципе, отсюда видно даже Гентинские Нагорья, где казино. Видите вот эту Да, вон там вот светится. Вот там на высоте 1800 метров находится единственное казино в Малайзии. И мы можем его отсюда увидеть, а туда 60 километров ехать. И туда ездят тоже отдыхать. Туда ездят отдохнуть, поиграть и на канатной дороге покататься. Сережа, скажи, пожалуйста, историю про вот эти две башни, кто построил, кто архитектор и да, почему они вообще в Малайзии появились? Уместный очень вопрос с учетом такого вида на них. Башни-близнецы, конечно, не секрет, символ Куала-Лумпура. Многие ради них сюда и приезжают. Но мало кто знает, что архитектором был не малайский гражданин, а аргентинец с итальянскими корнями и американским паспортом. Цезарь Пелли построил много высоток, спроектировал в Америке и в Сингапуре. И здесь ему доверили строительство главного национального символа. Здесь обыграли и ислам, и китайскую культуру. 88 этажей, 8-8, бесконечности, любимая китайцами восьмерка. Опять же, в разрезе восьмиконечная звезда ислама, любимая мусульманами исламская восьмерка, восьмиконечная звезда. И то, и другое попробуй разбери. На самом деле все футуристично, в стиле а-ля 21 век. То есть мусульманская страна с китайским частью населения стремится к новым высотам в 21 век. По-моему, обыграли здорово. И это здание стало самым высоким зданием уходящего второго тысячелетия. Потому что никто на момент 2000 года не побил этот рекорд. Только в 21 веке это было уже осуществлено. Сколько денег вы тратили на строительство? 800 миллионов долларов. Всего лишь? По ценам 90-х годов. Отнимите инфляцию за 20 лет и получите, наверное, где-то 1,5 миллиарда по нынешним ценам, скорее всего. Ребят, на часах 12 часов 15 минут, мы еще в КЛ, это Куала-Лумпур, и мы приехали на какую-то улицу, где просто какой-то муравейник молодежи, не только молодежи, которая приехала в пятницу отдыхать, тусить. Со всех разных сторон раздается какая-то сумасшедшая музыка, сумасшедшая в смысле просто веселая и чувствуется зажигающая, да, действительно. Я тут и трансвеститов встречал, и вот милостыню здесь просят, и цветочки тебе продают, и в караоке зовут. Что это за место такое, Сергей? Андрей, мы находимся в самом тусовочном месте центральной части города. Это, конечно, наверное, не Вокин-стрит там в Паттайе, и слава богу, наверное. Здесь мусульманская страна, как бы, да, поэтому нет особых таких мест разврата и порока. Но здесь самое большое скопление баров, ресторанов, ночных клубов. Здесь можно культурно провести время, пообщаться с друзьями, даже с женой прийти. А можно морально разложиться, снять кого-нибудь, массажный салон зайти и так далее. То есть здесь, в принципе, достаточно чинно-благородно, но весело и прикольно. А что касается таких животрепещущих вопросов, что, почем, где и так далее. Ну, скажу так, алкоголь в заведениях здесь не такой уж и дорогой, потому что очень большая конкуренция. Happy hours, счастливые часы, buy one, free one, один берешь, второй бесплатно, сплошь и рядом. Коктейли для девушек могут быть бесплатные и так далее. Что касается массажей, они могут быть честными, а могут быть типа с эротическим продолжением. Стоимость этих всех удовольствий варьируется где-то от $70 за один раз, ну где-то так от $50. Один раз справишься, один раз. Справишься за 5 минут, печаль для тебя. Сможешь продержаться час, вот за час $50. То есть в таком плане можно договариваться дороже. Интерес и разница с Таиландом, например, в том, что какие только национальности здесь не предлагаются. Вы можете в один вечер затусить, например, с жительницей солнечной Кении, а на следующий вечер с вьетнамкой, а еще через вечер с узбечкой. Подожди, я правильно понял, что это улица не только баров, дискотек? Где можно найти девушку на вечер? Можно. Оно немножко завуалировано, но тут полно жриц любви. Достаточно одному которые вот просто стоят на улице. Вон идет девушка, это 100% она. И вот тоже стоит. 99. То есть, да. Что нужно делать? Сесть и со скучающим видом заказать пиво. Излучать дружелюбие и смотреть по сторонам. К вам сами подойдут и все предложат. Здесь немножко не так снимают, как обычно. Можно же ошибиться.
Сюда часто приходят разряженные барышни, и они могут быть не легкого поведения. Поэтому надо вести себя естественно, аккуратно, и в течение вечера к вам подойдут 2, 3, 4 раза. Ну, если опустить эту клубничку, все вы поняли, что тут это есть, и бог с ним, не всем же это надо, то, ну, что еще? Пообщаться, массаж можно и настоящий поделать. Здесь полно тайских спа. Вот. Есть и здесь много работают. Они ночью работают, тайские спа. И ночью работают тоже, до 2-3 ночи. Кстати, эта улица живая до 4-5 утра. Если вы сюда придете уже в 6 утра, тут никого не будет. В 4 уже все, по сути. Самое такое уверенное время до 2 ночи. С 2 ночи уже многие заведения начинают закрываться. Кстати, кроме баров и заведений, здесь есть, в принципе, нормальные места с хорошей кухней. Например, виски-бар, там можно, или стейк-хаус, там можно вкусно покушать. Поэтому это такое и тусовочное место, и место, где можно реально поесть. Вот, но обычно до нуля. После нуля кухня много где уже не работает. Считается, что нечего объедаться на ночь. Нужно пить. Ребят, уже такая глубокая ночь, уже практически утро. Была пятница, мы начинали в пятницу, сейчас суббота. Посмотрите, как много здесь людей. Я думаю, муравейник в том месте, где эти клубы, диско, шмиска, вот это вот все. Нет. Здесь, я думаю, много людей в Чайнатауне. Нет, Чайнатаун по сравнению с этим местом просто филиал реально вот этой вот истории. Это какой-то сплошной стритфуд, причем практически все столы заняты. И знаете, здесь сидят китайцы, которые пришли и кушают правильно дуриан. Я фанат дуриана стал не так давно. Так вот, китайцы пришли, правильно купили дуриан, его открыли же здесь же на месте, и они его кушают с мангустином. Почему? Потому что дуриан, он сам по себе горячий, вот, и вызывает определенные, ну, вот такие вот изменения в организме. Чистку в том числе, будьте аккуратны с ним. А мангустин, он охлаждающий, поэтому для того, чтобы сохранить баланс в организме, вам нужно дуриан кушать с мангустином. И еще, если вдруг будете его есть, знаете, с алкоголем, очень нежелательно мешать дуриан. Скажу вам честно, я сегодня килограмма 2 втопил дуриана и мангустина тоже. А теперь дадим слово Сереже, он нам даст детали, что это за улица такая вообще космическая. Глубокой ночью. Да, Андрей, ну для этой улицы это не глубокая ночь еще. Эта улица где-то успокаивается часам к 4-5, а вообще работает где-то 20 часов в день. То есть, в принципе, не в таком формате, в сильно урезанном, но и в 8 утра здесь можно найти работающую. Вот эта угловая работает, по-моему, 24 часа. В целом я рекомендую на Джалан Алор, так она называется, или улица еды по-нашему, стритфуд, худячая улица, как хотите, приходить где-то с 7 вечера и до 2-3 ночи. Да, все работает. Меню вот такое, от лягушек до устриц, чего хотите. Есть знаменитый суп бакуте, который китайцы делают в Малайзии и Сингапуре, который вы не найдете в Китае. Специальный травяной настой, в котором томится свинина, ребрышки или почеревка несколько часов, а затем этим бульончиком поливается рис, вон оно на фотографии даже есть, в таком глиняном горшке. Что-то похоже, кстати, на то, что мы видели в Чайнатауне, где рис с овощами и курицей, да, а здесь именно вот такой вариант, да. Да, тут можно до утра рассказывать, что здесь предлагается покушать. Вам проще сюда прийти и это сделать. Фрукты, дурианы, здесь без проблем можно выпить пиво и недорого. То есть вот тут можно поесть, а там можно отвиснуть. Многие так и делают. Еда в барах и ресторанах дороговатая, поэтому проще здесь вкусно и недорого покушать, а там пойти потом уже и догнаться алкоголем, как вариант. Но не мешая с дурианом, конечно. Хотя я бы сказал, отметил и добавил, что если немного съесть дуриана и немного выпить алкоголя, то ничего страшного не будет. А если вот как ты съел 2 килограмма, то, пожалуй, даже, наверное, бокал пива нежелательно.
Вот именно ты, вот ты, молодец, что досмотрел или досмотрела этот выпуск до конца. Скажу честно, я устал, глубокая ночь, уже практически утро. Мы начали писать в 8 вечера и писали очень долго, посетили много локаций. Куала-Лумпур, он такой разный, вы знаете, слушайте, я надеюсь, вы посмотрели уже экспаты и бизнес, и мой влог из Куала-Лумпур. Сегодня ночной город вообще, вот, как будто я этот город даже не видел. Я здесь 6-й день, и как будто я этот город просто вообще не видел. Открылся по-интересному, но есть, честно говоря, усталость. Но я понял, что ночные выпуски я буду писать точно, потому что город, ты знакомишься с городом совсем с другим, узнаешь его, и вам, тебе, вот мы же на ты, да, с тобой, я вот тебе его показываю, и для тебя стараюсь, чтобы ты не забывал лайк ставить, если тебе понравилось, или дизлайк, если прям совсем не понравилось. И напиши, пожалуйста, комментарий. Вот просто напиши комментарий, как тебе вот этот выпуск, как тебе Куала-Лумпур как город, Малайзия, все, что мы показали. Короче, я заканчиваю, даже уже говорить устал. Последнее, что должен всегда сказать, авиабилеты помнишь находить? Trip My Dream. Еще раз. Авиабилеты всегда находи на сервисе выгодных путешествий Trip My Dream. Ссылочка есть в описании. Зайди, проверь. Один раз попробуешь, поймешь, как это удобно. И все. И больше нигде в другом месте искать не будешь. Все. Инвестируйте свое время и деньги в эмоции, в путешествия, друзья. С вами был бывалый путешественник Андрей. Не забудьте лайкосик таки поставить. Пока.